Привет, друзья! Напоминаю вам, что вы смотрите короткую версию видео про эту картину. Полную версию из 2 роликов с детальными объяснениями вы сможете увидеть, пройдя по открытой ссылке внизу в описании под этим видео. Если у вас возникнет желание поддержать мой канал при просмотре этих подробных роликов, я буду вам очень признательна и оставляю для этого все реквизиты там же, внизу. Спасибо вам и приступаем к просмотру. А теперь я хочу рассказать, почему я поверх вышивки такой точной прямой линии по кирпичикам, по цветочкам покрыла все свободным зигзагом белой ниткой. То есть я такую тотальную стежку сделала еще поперек, вот так вот, горизонтально. Кое-где голубыми белыми, кое-где только белыми. Сейчас лампу поправлю, свет плохо падает. Ну, во-первых, из технических соображений, потому что, как мы знаем, при стежке ткань, картина вспучивается в некоторых местах, вот как здесь, например, здесь еще не простегано, ничего не вышито, здесь прямо все буграми. Вот. Поэтому вот ткань картина выравнивается так, как не выровняется никаким утюгом. Во-вторых, создается такой цветовой эффект, то, что художники называют лессировкой. То есть мы покрываем как бы тонким слоем еще одной краски, прозрачным-прозрачным. Покрываем то, что лежит в нижних слоях. И эта лессировка, будем называть так, в нашем случае это стежка, она объединяет в цветовом смысле все нижние лежащие слои и создает как бы единое такое цветовое световое пространство. В-третьих, как мне кажется, это создает и художественный эффект, потому что вот сейчас я приближу, как будто это метель какая-то. Такие, во всяком случае, у нас художественные ассоциации могут возникнуть. Кстати, я эту сухую траву вышила довольно темными нитками, и когда я простегала поверх белыми, то она стала меньше выделяться, она как бы объединилась с общей темой картины, скажем так.
Еще один момент, ну, тоже скорее технический. Как это не казалось бы странным, но вышивка нижняя, вот всех этих камешков, ну, часы я еще почти не вышивала, я потом их покажу. Всей этой кладки, она стала, наоборот, как бы более заметной. Хотя казалось бы, что верхний слой зигзага ее покрывает, и она должна быть менее заметна. Но все эти принты, все эти узоры, поскольку они стали плоские, они все объединены общей стежкой, они стали гораздо лучше заметны. Ну, во всяком случае, это мое мнение. Я как бы не беру на себя роль учителя. Я просто рассказываю, как я это вижу и как я это делаю. Надеюсь, что вам это интересно. Ну, могу сказать, что, в общем-то, это был такой для меня эксперимент. Вы уже поняли, что я очень люблю эксперименты и бесконечно пытаюсь посмотреть что-то новенькое в плане техник и попробовать. Ну, в общем, могу сказать, что мне это понравилось. Это не значит, что я всегда так буду поступать в следующих работах. Наоборот, я хочу постепенно уходить от такой тотальной стежки. Но вот эту работу решила сделать именно в такой технике. Принты, краски плюс тотальная стежка. Вся задумка этой картины – это какие-то такие пересекающиеся слои, пересекающиеся реальности, заходящие одна в другую, растворяющиеся одна в другой. Поэтому я здесь также хотела, чтобы часы не слишком выпирали. Вот специально сделала деревья, вышивка поверх цифр, чтобы часы куда-то растворялись, уходили вглубь. Это не то, что какая-то большая философская задумка, но вот так мне захотелось. Мне нравится, какие лепестки получаются из неравномерно окрашенного тюля. Такие нежненькие с переходами. Добавила листик земляники, принт. И прямо получились какие-то 12 месяцев. И зима, и весна одновременно. Ветки вышивала свободным зигзагом 3 нитками. Сначала прошла очень темно-серыми на 2,5. Ну, так совсем штриховочно, чтобы не очень темный был цвет. Потом убавила немножко зигзаг на 2 и прошла такими сизыми нитками, тоже зигзагом. А потом увеличила на 3 и прошла уже совсем размывая светло-светло-серыми нитками, чтобы получилась как бы такая полуизморость, полузамшелость, чтобы не слишком выпирали эти ветки из общего контекста, скажем так, картины, чтобы они получились такие тоже немножко воздушные, размазанные. И вот эти последние кусочки тюля, мазки тюлем, скажем так, я пристегивала свободной прямой нитками в цвет и шла немножко размывая и по бокам, и впереди, и сзади, и по бокам, чтобы опять же получилась такая небольшая размытость, чтобы они как бы перетекали один в другой. Вот сейчас я вам крупно покажу всю текстуру, которая получилась в результате такой вышивки. Так вот, фокус. На этом, я думаю, уже остановиться. Стежка уже очень-очень плотная, то у меня уже просто сломается машинка. Но я думаю, что этого уже в любом случае достаточно. Сейчас буду пришивать окантовку.